Окей, и всем здорово, добро пожаловать на мой канал, на мое новое видео, и располагайтесь поудобнее, берите что-нибудь классное, вкусное, потому что на этом канале вы будете слушать только мой голос на фоне геймплея, который вы сейчас видите. Ну и, кстати, да, ваши комментарии попадают в следующее видео, как комментарии вот этих чуваков снизу, так что вы можете написать абсолютно все, что угодно, какой-нибудь мем, прикол, и может быть, попадете в видео. Вообще, на данный момент я нахожусь в каком-то творческом или, я не знаю, медиа-кризисе, потому что у меня банально нет идей, а высасывать что-то из пальца я не хочу, и вследствие этого видео выходят раз в 2 недели, в 3 недели, так что это нормально. И, кстати, подобное видео было на моем канале, но я там больше уделял внимание ЛГБТ вообще, да, их пропаганде, так что тут я скорее хочу поговорить про феминизм вообще в кино, и я думаю то, что такого еще на моем канале не было. И вы должны понимать то, что если я говорю про феминизм в кино, это не значит, что если в главной роли, блядь, женщина, то все, я против таких фильмов, это вообще феминизм, продвижение, там пропаганда. Нет, это не в этом плане. Вы должны понимать, что в нынешнее время в этом новом кинематографе все чаще и чаще появляются фильмы, где актера выбирают исходя из его гендера, пола, принадлежит ли он какому-либо меньшинству. Да, определенно звучит странно, скорее нужно смотреть на актерское мастерство, на внешность актера, чтобы понимать, подходит ли он вообще на роль героя того или определенного и так далее. Но в нынешнее время все чаще и чаще это отпадает. Но, правда ради, есть и обратные моменты, где люди ошибочно думают, что это какая-то пропаганда, например, как новая картина от Marvel, которая готовится про женщину Халка, все думают, то, что это типа какая-то пропаганда феминизма и так далее, но на самом деле это комиксный персонаж. Ну то есть персонажа сделали еще аж, блять, в 1980 году в комиксах, и сейчас решили сделать в виде фильма, точнее сериала, но некоторые люди считают то, что это какая-то пропаганда, то, что, блять, какая женщина Халк, вообще ее не должно быть. Ну, то есть сама идея снять сериал про женщину Халка, в принципе, звучит неплохо, да, персонаж комиксный, лорный, все это было написано, поэтому почему бы и нет, но есть одно но. Сейчас на дворе 2022 год, плюс ко всему на данный момент вообще, блять, месяц прайда, поэтому я думаю, вы понимаете, в какое время мы живем, и то, что, возможно, этот сериал преподнесут не так, как его бы преподнесли лет 10 назад. И я сейчас говорю не про графику, не про качество съемки, не про актеров, а именно про, скорее всего, возможно, какую-то пропаганду, которая, возможно, будет присутствовать, какие-нибудь, я не знаю, символы феминизма там, ну, либо ее лор будет отличаться от комиксов, и она там стала Халком, потому что ее там, я не знаю, угнетали мужики, она была феминисткой, участвовала там в пикетах, еще что-нибудь такое, потому что, ну, учитывая, как переписывают комиксы, DC те же, это вполне себе возможно. Но давайте немного отойдем от темы, потому что сейчас уже наступило лето, и, скорее всего, некоторые из вас ищут работу, либо уже работают, либо хотят зарабатывать какую-то оптимальную сумму денег на нормальной работе, со смартфона, например, в интернете. И сейчас очень важно, не скипайте это, потому что недавно появился телеграм-канал, где всего 5000 подписчиков, и туда бесплатно, я повторюсь, бесплатно публикуются мануалы по заработку в интернете. Ну и понятное дело то, что эти мануалы без вложений, вы сможете зарабатывать от 30 тысяч рублей. Я думаю, это весьма неплохая сумма, если вы работаете со смартфона, с компьютера по готовому мануалу, который вам расписали. Я думаю, что это весьма неплохо. Понятное дело, что вы еще сможете приобрести доступ в приватный телеграм-канал, где будут уже приватные мануалы, но все же в целом это телеграм-канал бесплатный, бесплатные мануалы, так что переходите по ссылке в описании и обязательно подписывайтесь. И, кстати, там прямо сейчас еще проходит конкурс аж на 100 тысяч рублей. Чтобы участвовать, вам нужно просто перейти по ссылке в описании под этим видео в этот телеграм-канал, подписаться, и все, вы участвуете. Да, то есть конкурс проводится между подписчиками этого телеграм-канала, поэтому, подписавшись по ссылке в описании, вы уже автоматически участвуете, так что ссылка в описании, подписывайтесь и зарабатывайте. Ну и вернемся к феминизму в фильмах и вспомним «Ангелы Чарли», которые вышли в 2019 году, где был весь каст актеров, в принципе, девушки, это были главные актрисы этого фильма, и фильм провалился. И я думаю, что, в принципе, всем понятно, почему он провалился, потому что, ну, блять, во-первых, начнем с того, что режиссером этого фильма была феминистка, и вообще ее аргумент, почему он провалился, очень интересный. А именно, цитирую: «Если этот фильм не окупится и не принесет деньги, это в очередной раз утвердит стереотип о том, что все мужчины сексисты и не ходят на женские фильмы и не покупают билеты». Ну, то есть виноват не какой-то хуёвый сценарий фильма, не его плохая пиар-компания, не актрисы-феминистки, которые в этом фильме снимались, и, конечно же, не пропаганда феминизма в этом фильме, которая полностью его поглотила. А виноваты, блять, мужики, которые не пошли на этот
фильм, потому что он снят женщиной, потому что там снимаются женщины, ведь все мужики сексисты, именно поэтому они не ходят, блять, на эти фильмы. И это все сказал именно режиссер этого фильма. Я думаю, в принципе, понятно, почему он провалился. А когда и в том же интервью сказали то, что, ну, блять, есть Чудо-женщина, есть Капитан Марвел, которые, да, по бюджету успешнее. Понятное дело, что Капитан Марвел, в принципе, провалился как фильм Марвел, но все-таки кассово он окупился, как и Чудо-женщина, и эти фильмы очень много собрали. И на это она ответила то, что эти фильмы мужского жанра. И я не понимаю, раз эти фильмы мужского жанра, получается, по ее логике, Ангелы Чарли — это фильм женского жанра, ну тогда почему, блять, мужики сексисты, если они не ходят на фильм женского жанра? И я думаю, вы тоже задаетесь подобным вопросом, пытаетесь найти здесь какую-то логику, но ее просто нет, потому что она скорее из тех людей, кто будет до конца все время что-то опровергать. Ну типа, знаете, это не я обосралась, это они обосрались, потому что не пошли на мой фильм. Кстати, я ее уже упоминал в этом видео, но все-таки давайте поконкретнее. Это Капитан Марвел, у которой скоро выйдет вторая часть, и вроде бы ей уже дали добро на то, чтобы снять полноценный фильм с супергероинями, именно женщинами, без мужчин. А именно это Бри Ларсон, та суперактивная феминистка, которая как раз-таки и играет Капитана Марвел. За нее вообще все компании просто пиздятся. Ее уже пытались перекупить от Марвел, но Марвел ей дали там сольный фильм, дали как раз-таки добро на то, чтобы снять фильм с супергероинями, еще и там заплатили, и она вроде бы даже сама будет помогать там режиссировать свои фильмы. Короче, это полный пиздец, и вы понимаете, какие картины с ней выйдут. А я думаю, вы понимаете, какие бюджетные фильмы у Марвел, в том плане, то, что бюджет гигантский, это графика, эти эффекты, съемка, все снято очень круто, но то, что там будет происходить, я уверен, это будет пиздец. Но также, конечно же, не стоит забывать еще об объективизации женщин в фильмах, а именно их одежде, их костюмах вот этих супергероических, потому что зачастую они латексные, такие обтягивающие, оказывается, это, блять, объективизация. Ну, то есть костюмы, которые стилистически всегда были у супергероев, там, в Marvel, в DC, оказывается, считаются объективизацией по отношению к женщинам, потому что, ну, они, блять, обтягивают. И, кстати, в интернете касательно этого гуляет фото, я думаю, вы его видели, где Бри Ларсон в этом латексном костюме, Том Холланд, и в данном случае... Блять, кто еще объективизирован? Ну ладно, если серьезно, то вы хоть раз видели, как мужики говорили то, что, блять, у Тома Холланда обтягивают мышцы, его тело, там, его жопу, я не знаю, или, блять, Тор слишком накачанный, я не такой накачанный, я очень хилый мужик, почему у вас такие сильные супергерои? На самом деле, по такому принципу можно почти до любого супергероя доебаться. Человек-паук, Росомаха, Капитан Америка, Тор, Халк, Дэдпул, Сорвиголова, все эти чуваки — это просто гора мышц в латексных обтягивающих костюмах, и никто из мужиков не говорил им что-то такое. Ну потому что, блять, все понимают, что это фантастические фильмы про супергероев, они должны выглядеть круто, эффектно, чтобы это было прикольно как-то. Ты смотришь на Тора, на эту, блять, гору мышц, на этого Дэдпула, на эти костюмы, и это реально эффектно. Да и тем более все эти актеры, которых я перечислил, они сами занимаются спортом, сами наращивают все мышцы, в принципе, спортом, и это абсолютно нормально. Я думаю, никто бы не оценил Тора нынешнего с его характером, если бы он был каким-то хиленьким, таким маленьким, закрытым, зажатым. Это было бы не очень. Также стоит вспомнить скандал, когда агента 007 хотели сменить уже на новую актрису чернокожую, именно потом его заменить уже в следующих фильмах, но начался скандалы, всякие штуки, то, что, блять, что вы делаете, какая чернокожая актриса. Ну и по итогу, спустя все эти скандалы, недовольство актеров популярных, как-то эта тема подутихла, и по итогу вроде бы никакой актрисы 007 у нас не будет. Вообще, на самом деле, общество в этом плане иногда дает прям сильный отпор, и люди все-таки понимают, что где-то их пытаются наебать, и понимаю то, что скорее всего это пропаганда. Например, как это было с фильмом «Охотница за привидениями», где в маркетинг было вложено денег больше, чем в сам фильм, и по итогу он не окупился. Миллионы дизлайков на трейлерах фильма, недовольные фанаты франшизы, маленькая оценка на Кинопоиске, и по итогу мы получаем максимально провальный фильм. И, кстати, в случае с «Охотницами за привидениями» было максимально понятно то, что Sony пытается наебать людей, и именно поэтому максимально много впихивает денег в рекламу, в маркетинг фильма, потому что нужно как-то внедрить людям то, что это не пропаганда. И, кстати, по итогу фильм не окупился почти там что-то на $100 миллионов, так что я думаю, они поняли свою ошибку, хотя не знаю. И, кстати, для фанатов этой популярной франшизы, именно «Охотники за привидениями», скорее всего, было еще обиднее, потому что, ну, блять, окей, хотите вы сделать какую-то феминистическую повестку в фильме, сделать какой-то феминистический фильм, окей, делайте. Но зачем вы берете старую добрую классику, которая многим полюбилась, которая стала такой гигантской франшизой, и вы просто берете, блять, и перерабатываете ее под новым каким-то видом
какой-то блядской пропаганды. И, кстати, ни один такой фильм, который снят был с феминистической какой-то повесткой, какой-то феминистический фильм, он ни один не окупился. Ну просто представьте гигантскую франшизу «Охотники за привидениями», которые снимают под чем-то новым, какой-то новый фильм, и в который вкладывают в маркетинг очень много денег, больше, чем сам фильм, и по итогу он, блядь, не окупается. А что уж говорить про фильмы, которые вообще не имеют какого-либо бренда, какой-то франшизы, какого-то имени, то есть изначально снимаются с какой-то ЛГБТ-пропагандой, феминистической прошивкой, они вообще максимально провальные. И это полностью заслуженно, потому что подобные фильмы снимаются без какой-то инициативы, всем похуй на сюжет, на фильм, главное, какие гендеры участвуют, какие меньшинства в фильмах, какой пол вообще персонажа и так далее. Окей, в принципе, это все, что я хотел сказать в этом видосе. Меня тут, кстати, давно не было, так что вы давно не слышали мой спич на фоне этого геймплея, так что добро пожаловать, подписывайтесь. Обязательно ставьте лайки под это видео, если оно вам вдруг понравилось. Пишите свои комментарии, чтобы попасть в следующее видео. Подписывайтесь на мою телегу по ссылке в описании. И мы с вами еще увидимся.